Бессарабия в состав Российской империи вошла на основании Бухарестского мира 1812 года, скажем так. После этого был еще Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский трактат после войны русско-турецкой 1878 годов. Так вот, согласно данных международных договоров, Бессарабия являлась частью Российской империи, и никто и никогда, по сути дела, не оспаривал данные мирные договора. После этого прошла оккупация Королевской Румынии и Бессарабии с 18 года, и до пакта Молотова-Риббентропа Бессарабия находилась в оккупации именно Королевской Румынии. После пакта Молотова-Риббентропа, и, конечно, эта тема очень острая и имеет много мнений, но тем не менее, я не хочу рассматривать пакт Молотова-Риббентропа как союз между, там, допустим, СССР и гитлеровской Германией, пакт о ненападении и так далее, нет. Но с точки зрения Бессарабии данный договор имел правовосстановительный характер. Почему? Потому что именно восстановилось право Сан-Стефанского и Берлинского трактата, согласно которого Бессарабия входила в Российскую империю. Поэтому, если мы говорим о денонсации пакта Молотова-Риббентропа, необходимо давать оценку именно действия этого договора именно на Бессарабию. Но, исходя из всех приведенных договоров, эти договора никак не влияли на территорию современной Приднестровской Молдавской Республики. Значит, никогда Приднестровье не входило, в принципе, в состав Королевской Румынии, и я имею в виду левый берег, а всегда являлась частью Российской империи, либо уже Украинской ССР. И в 1924 году на левом берегу, скажем так, Украины, была образована Молдавская автономная Советская Социалистическая Республика. И до пакта Молотова-Риббентропа существовала данная автономия. После пакта Молотова-Риббентропа не мы пришли в Бессарабию, а Бессарабию присоединили к нам, и появилась Молдавская Советская Социалистическая Республика. Поэтому, если говорить уже о денонсации данного мирного договора, то фактически и юридически Бессарабия от нас отказалась. И современная Молдова вернула себе историческое название Бессарабия, а мы получили свою независимость в лице Приднестровской Молдавской Республики. А мнение господ с Молдовы, это их личное мнение. Если уж хотят они создать унию с румынским государством, да, пожалуйста, проведите референдум, пусть народ выскажется и примите решение. Никто не оспаривает ваше право и на самоопределение. У нас свое самоопределение, у вас свое самоопределение. Я не собираюсь, так сказать, навязывать свое мнение политикам с правого берега.